Видите, указатель. Направо пойдешь, 1600 метров пройдешь. Налево пойдешь, 500 метров. Но 500 метров по такой наклонности. И вот здесь нужно выбирать время или сложность. Мы пойдем там, где 500, потому что на самом деле это не так сложно, как кажется. В общем-то, попробуем. Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. Но сегодня и сейчас, в данный момент, мы говорим об эмиграции. Мы говорим об эмиграции с психологической точки зрения, с того момента, как подготовиться для того, чтобы потом не было мучительно больно, скажем так, не было разочарований. И закончили мы с вами прошлое видео на том, что основные вопросы, которые мы не задаем или на которых мы не видим ответа, это почему люди возвращаются, да? Почему люди возвращаются, прожив 2-3 года в этой стране. И дело здесь не в том, что кто-то там не получил документы, например, а дело в том, что психологически, как правило, люди здесь не уживаются и не уживаются по совершенно определенным причинам. Кстати, если мы говорим о получении документов, то есть это интеграция своего рода, опять же, не все зависит только от обстоятельств, да, не все зависит от внешних факторов. Самый большой и сложный – это внутренний настрой и внутренняя адаптация и желание, готовность к тому, чтобы конкретно переехать. Не переехать в плане сделать шаг по ступенькам, да, то есть подняться на следующий пролет лестницы, а именно произвести с собой ту трансформацию, которая не позволит вам вернуться и потом не ответить себе, почему со мной это произошло, почему я так и не смог адаптироваться в этой стране, хотя так долго о ней мечтал. Есть такая известная поговорка, что один переезд равен одному большому пожару. Так представьте, что говорить о большой эмиграции, то есть о переезде в другую страну. Это можно сравнить, наверное, с космическим кораблем, за которым происходит огромный взрыв, и уже нельзя вернуться. Это, знаете, как в фильме «Марсианин», помните? Так вот, когда мы вот здесь и разница между теми самыми ступенями. То есть, если я сейчас наверх поднимусь, я сделаю какое-то физическое действие, которое приблизит меня к цели, я попаду в парк. Но если мы хотим эмигрировать и если мы хотим адаптироваться в стране, мы должны с собой произвести трансформационные действия. И вот здесь как произвести их структурированно, чтобы комфортно влиться в новую страну, в жизнь в новой стране, в новую культуру, чтобы не получить психологический срыв, чтобы найти ту работу, в которой вы достойны, да, а не бегать от одной работы, знаете, малооплачиваемой к другой, понижая свой социальный статус. То есть вот обо всем нужно подумать до того, как вы сделали вот это самое важное решение, одно из самых важных решений в вашей жизни, потому что я говорю, что иммиграция вас поменяет совершенно. То есть ваш взгляд, даже если вы год проживете в другой стране, ваш взгляд на определенные вещи изменится. Так вот, нужно, чтобы ваш взгляд, чтобы ваша трансформация конкретно изменилась с пользой для вас, чтобы ваш переезд был только вверх. И когда вы мечтали о том, что новая страна даст вам новые возможности, новые эмоции, какие-то положительные моменты вашей жизни, то есть улучшить вашу жизнь, улучшить вашу жизнь и ваших детей, то есть для этого нужна структура, то есть для этого нужна подготовка. И, как говорится, будем ковать железо, не отходя от кассы, здесь не прокатывает, потому что вот именно разочарование и возврат, он всегда сложнее, нежели правильный, скажем так, взлет, правильный старт. Это вообще в любой области жизни, поэтому, знаете, когда мы устраиваемся, прежде чем устроиться на хорошую работу, получить хорошую должность, мы к этому идем планомерно, да, мы делаем определенные шаги, мы меняемся.
Да, мы не просто ходим в институт, но те, кто ходит просто, получает диплом, потом он лежит на задней полке где-нибудь. Это одна история. Но если вы хотите, если мы хотим с вами в жизни чего-то добиться, мы делаем определенные конкретные шаги. То есть я не такая умная. То есть и вот эта тема ко мне пришла, опять же, от моего коуча из тренинга трансформационного, потому что в бизнесе тоже, в бизнесе, в жизни мы постоянно растем, но чтобы вырасти реально, чтобы больше зарабатывать, чтобы лучше себя чувствовать, нужны конкретные, не просто конкретные действия, как подъем по лестнице, а нужны изменения в себе, изменения во внешних проявлениях, то есть нужна трансформация. Вот тренинг по трансформации. Спасибо большое, опять же, моему коучу за то, что он меня на эту тему натолкнул. Я думаю, она вам будет интересна, и как мы ее будем продолжать, и в каком ключе. То есть покажут ваши комментарии, ваши лайки под этим видео, ваша активность, потому что все, что я делаю для вас. Вот именно здесь, в этом месте, можно говорить о переходе на другие ступеньки, на другую высоту. В плане ступенек, да, преодоления, или полную трансформацию, когда ты меняешься. Вот смотрите, подняться наверх, это, да, непросто может быть, но делая определенные движения, шаги ногами, это вполне возможно. Но решиться вот именно на такую прогулку, это немножко больше, да? То есть это уже ближе к изменениям, когда ты не просто идешь в центр города, где удобно, комфортно, а осознанно делаешь трансформационные изменения. То есть решиться и начать восхождение, но еще и сделать его. Это не то же самое, что просто пройтись вверх по определенной дороге. То есть трансформацию, которую мы делаем сами для себя, она много сильнее, она глубже, она по-другому нас меняет. У каждого она своя при одинаковом прохождении пути. Казалось бы, из точки А в точку Б. Но как человек эту из точки А в точки Б переносит и каким он становится после этого перехода, вот тут можно говорить либо о трансформации, либо просто о подъеме физическом, на другую ступень, скажем так, что, кстати, тоже неплохо. И в постскриптуме очень важный момент и большая к вам просьба. Так как сейчас я эту тему глубоко прорабатываю, и готовлю прям серьезный материал, мне очень нужна будет ваша помощь. А для того, чтобы ее получить, я скажу вам, запишитесь на стратегическую сессию со мной, то есть на консультацию со мной, для того, чтобы, опять же, на ваших примерах, на ваших вопросах углубить эту тему, сделать ее шире, сделать ее глубже. Потому что, одно дело знание одного человека, даже двух, а другое дело тех людей, которые реально хотят переехать, или вы уже живете в этой стране. Может быть, у вас что-то не получается, может быть, где-то вы испытываете депрессию какую-то, какое-то непонимание, да, может быть, менталитета. Конечно, в группах я читаю, да, то есть вот такие, откуда я черпаю вопросы и проблемы, их решения. Конечно, я читаю группы русских в Испании, но, друзья мои, когда мы поговорим с вами с глазу на глаз, поверьте, у меня есть, что вам ответить, мне есть чем с вами поделиться. И в свою очередь мы для вас составим ту программу, да, те шаги, которые помогут вам быстрее двигаться к своей цели. Потому что трансформация – это изменение себя прежде всего. В эмиграции это очень важно. Это не квартиру поменять, я уже об этом говорила. Все, жду ваших звонков, то есть ссылочка под этим видео. И в комментариях тоже в первом я дублирую ее, чтобы вы смогли ее найти. То есть вы мне пишете сообщения, мы с вами назначаем время, встречаемся, и минут 30-40 с вами общаемся, в зависимости от того, как у нас заладится разговор. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал
и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.